Ну что же, всем привет. Я почти уверен, что большинство из вас знакомы с айсбергами, и вы, должно быть, знаете, что такое Five Nights at Freddy's, если вы нажали на это видео. Так что я не собираюсь рассказывать, что все это такое, потому что я более чем уверен, что вы лучше меня все знаете. Я задам вам вопрос. Какой самый длинный айсберг по FNAF вы знаете? Может быть, айсберг тот, что обозревал Фок? А может, малая часть, шарящая за запад, скажет, что самый длинный айсберг тот, что создал Натер Джон и про который рассказывал Лил Ти? А что если я вам скажу, что я нашел айсберг, где присутствует аж 11 гигантских уровней? Все, что вы сейчас увидели, это месячной давности ее версия. Так почему бы, пока не поздно, не разобрать данный айсберг? Здесь присутствуют и интересные факты, мемы, мерч, теории, пасхалки, удаленный контент, фан-игры, тизеры, слухи, запрещенный контент и многое другое. Здесь буквально все, начиная с FNAF 1 по FNAF 9. Здесь буквально все, что можно рассказать о FNAF. Если я вас заинтересовал, то добро пожаловать, мы начинаем. Остановок не будет. На ютубе детские каналы снимали видео, когда FNAF еще был популярен, о аниматрониках, которые приходили к ним в реальной жизни. Как автор Айсберга заявляет, на западе самым популярным распространителем подобного контента был канал Bubblegum Monsters. Йен и Брэдон Коутон — это дети Скотт Коутона. Их точный возраст неизвестен, однако было сказано, что они были молоды во время выпуска первой игры и, по крайней мере, являются подростками во время выпуска Ultimate Custom Night. Скотт сказал, что он заключил пари со своими сыновьями, что заплатит им $20 за каждый вызов, который не смогут пройти в Ultimate Custom Night. Очевидно, сыновья Скотта играли в эту игру часами, пытаясь преодолеть все трудности в игре. Это компания, которая делает рипов Лего. В этих наборах обычно один или два персонажа, а сами наборы обычно небольшие. Они очень похожи на настоящий набор Лего, но продаются за большие деньги. Если говорить вкратце, то это человек, который написал много популярных песен по FNAF. И он очень нравится сообществу. Как известно, в многих частях FNAF есть 7 ночей, однако это странно, ведь игра называется 5 ночей у Фредди. Хотя, может, так даже и лучше, чем 1 неделя у Фредди. Это официальный сабреддит серии Five Nights at Freddy's. Он используется для новостей и разных творчеств сообщества, но разработчики фанатских игр любят там размещать тизеры. Также самый Скотт обычно любит публиковать новости об играх и разработках. Это фраза, которая принадлежит Purple Guy. В мини-играх, когда вы следуете за марионеткой, вас может поймать фиолетовый человек, а затем в левом нижнем углу экрана появится надпись You Can't. Это относится к теории в сообществе, согласно которой вся серия игр происходит в разуме плачущего ребенка, когда он спит или после того, как произошел инцидент Укус 83, и ребенок находится в коме. Это игра, созданная Скоттом до FNAF. Главный герой который кофеварка, а позже этот персонаж появился во FNAF World Update 2. Несмотря на то, что Фредди является главным персонажем, с каждой новой частью он становится все менее и менее актуальным. Каждый раз фаворитом становится его золотой двойник, Спрингтрап или Бэйби. Многие актеры, озвучивающие FNAF, также известны за озвучиванием других персонажей. Одним из самых известных примеров является Келлен Гольф, голос Фантайм Фредди. I know what this is. I have been here before. She brought me here. Он также озвучил Дьявола и Чесайки в английских дубляжах JoJo Blizzard Adventure и My Hero Academia. I'm being tested.
In a moment, we will find out if I'm prepared to vanquish my past. We really only grow once we've conquered our phantoms, wouldn't you say? How lovely to see you again, Jean-Pierre Polnareff. Особо, думаю, про это рассказывать не стоит, но все же. В Roblox люди создают игровые режимы, в которых вы можете играть за персонажей FNAF, пытаясь убить охранника или просто отыгрывать свою роль. А в Minecraft люди просто переделают пиццерии или локации из FNAF. Afton Robotics — это компания, которая была основана Уильямом Афтоном. Это по сути самая первая компания во вселенной FNAF, а также их первой локацией и компанией является ресторан Мир пиццы Цирковой Бэйби. Это споры в сообществе, в которых люди решают, как правильно назвать гличтрапа, Malhair или же гличтрап. Все же фанаты называют его гличтрапом, но есть некоторые игроки, которые его продолжают называть Malhair'ом или гличтрапом. Здесь говорится про то, что на старых тизерах FNAF UKN мы могли видеть таких персонажей, как Энда02, Фредлов, отделенных от кошмарного Фредди, мусорную банду, отделенную друг от друга, и конфетного кадета. Но, к сожалению, как вы понимаете, некоторых не добавили или просто сделали как одного антагониста. Это фанатская теория, суть которой заключается в том, что Золотой Фредди сидит на кухне. Эта теория появилась из-за того, что камера на кухне отключена, и мы не видим Золотого Фредди нигде в локациях FNAF 1. The Hottest Dog — это человек, который создает анимации по FNAF с помощью Source Filmmaker. Многие из них превратились в одни из самых крупнейших мемов по FNAF. What is this place? Where am I? Where am I? Where am I? You are the best. По словам сообщества, он также является самым популярным аниматором по FNAF. В Дельтаруне, в пиццерии, в правом верхнем углу вы можете поговорить с персонажем, который говорит: Или твой парень, чувак, этот парень, ты должен... Это отсылка к FNAF, так как он находится рядом с пиццерией и произносит ему убийцы из франшизы. Fazbear Fan Service — это проект, созданный Скоттом Коутом для поддержки различных авторов фанатских игр. Это огромная мультивселенная, в которую входит как оригинальная франшиза Five Nights at Freddy's, так и некоторые фанатские игры и прочие проекты. Также это сделано для финансовой поддержки в будущих проектах фанатов. Фредди и друзья на гастролях представляет собой официальный мультисериал серии, которые выпускались на официальном YouTube-канале Steelwool Studios и на сайте Security Breach TV. Согласно официальному описанию от PlayStation, каждый ролик можно будет найти и посмотреть внутри Мегаплекса, основанного на месте действия событий Security Breach. Все серии сериала выполнены в стиле короткометражных анимационных мультфильмов 60-х годов и являются анимациями и тизерами к будущей игре. Security Breach много раз откладывался из-за переделки, исправлений, редактирования, перезаписи голосов и многого другого. У Steelwool ушло 2 полных года, чтобы выпустить Security Breach. Из-за чего у людей были плохие впечатления в отношении игры, так как они не были довольными количеством времени, чтобы выпустить игру. Особо долго задерживаться не будем, просто скажу, что обычно в играх выдают дополнительные звезды за прохождение всех 5 ночей, 6 ночи, кошмарных режимов или челленджи, где аниматроникам выставляют искусственный интеллект на 20. Это веб-сайт, созданный компанией Steelwool. Он был обновлен, чтобы продемонстрировать новые эпизоды Фредди и друзья на гастролях. Он также был обновлен, чтобы добавить пасхалки другим персонажам или добавить новые украшения. Это пасхалки, которые являются уникальным изображением персонажа или какого-нибудь предмета. Обычно они добавляются в игру для получения информации, но некоторые из них не нужны. Например, один из бестолковых кадров Molten Freddy на аллее. Но некоторые из них все-таки важны. Например, один из кадров Лефти, который показывает нам, что марионетка находится внутри него. Это самая важная семья во франшизе FNAF. Это семья, с которой всегда что-то случается.
Was that the bite of 87? Члены данной семьи: Уильям Афтон, Майкл Афтон, Элизабет Афтон и плачущий ребенок. Ну, также, возможно, жена. Если реверсировать начало трейлера FNAF 2, то можно якобы получить слова, которые кажутся похожими на «Майк убил всех». Ну а что здесь еще говорить? Моды по FNFN, про FNAF. Все. Это самый популярный музыкант по FNAF, который создал немало крутых песен. Сейчас он перестал создавать песни, а последняя была про Sister Location. Это игры, созданные Скоттом, чтобы заставить людей думать, что он выпустил игру. Но на самом деле это либо переработанная версия одной из его старых игр, либо новая. Плакат, который можно увидеть в углу западного коридора, может измениться на изображение Фредди, отрывающего себе голову, или, что редко, на крупный план золотого Фредди. Если плакат изменился на последний, то золотой Фредди появится у вас в офисе, как только монитор будет снят. Это теория фанатов, согласно которой Фредди девушка. Так считали, потому что во FNAF 1 Фредди выглядывает из туалета для девочек, а не из туалета для мальчиков. Это было опровергнуто надгробиями в 6-й части, на которых на могиле Фредди написано Габриэль. Но некоторые люди думают, что он все еще девочка, так как оба пола могут иметь это имя. Это был розыгрыш, когда кто-то использовал Inspect Element, чтобы подделать электронное письмо от Скотта. В нем говорилось о том, что будет во FNAF 3. Все думали, что это было правдой, так как до FNAF 3 было не так много мистификаций, и мы мало знали о FNAF 3 до выхода. В ОКН, если поставить только Golden Freddy на 1, нужно собрать 10 монет и купить монету смерти. Затем дожидаемся Golden Freddy в офисе и активируем монету, после чего наслаждаемся скримером. Люди догадывались о том, что FNAF будет сотрудничать со всеми этими тремя играми. Люди думают, что Springtrap появится в DBD, или то, что будет несколько костюмов Fall Guys. Или же люди думали, что в Fortnite появится скин Фредди Фазбера. Это хэштег в Твиттере, который люди использовали, чтобы выразить поддержку, когда Скотт ушел на пенсию. Люди также делали изображение или видео с этим словом в заголовке. Это имя, которое дали фиолетовому парню фанаты, до того как выяснилось, что его зовут Уильям Афтон, и также вы сейчас можете видеть, как его представляли люди. Именно здесь и проживает Скотт, и большая часть игр была создана именно там. Это человек, который создает песни по FNAF. В основном он пишет песни о других играх, таких как Among Us или Poppy Playtime. Но он также создает оригинальную музыку. Этот шрифт используется в логотипе Five Nights at Freddy's, который можно увидеть на играх, мерче и обложках книг. Это самая популярная фан-игра. Некоторые ее считают каноничной, так как на экране Game Over есть газеты из FNAF 2. Это фанатская игра, созданная Физманом, который является ремейком оригинальной FNAF 1. Когда FNAF World был выпущен, он был размещен в Game Jolt, Steam и Google Play Store. Через некоторое время его удалили из Steam, но через день после того, как он был добавлен в App Store, его удалили из App Store. Скорее всего, это был самый первый фейк во FNAF. Это было хорошо отредактированное изображение нового аниматроника, стоящего за дверью за кулисье, в локации FNAF 1. Так как это был первый фейк, люди думали, что это было реально. Оригинальные книги относятся к оригинальной книжной серии, которая была первым выходом FNAF на книжный рынок. Конкретными книгами являются «Серебряные глаза», «Неправильный» и «Четвертый шкаф». Это, наверное, самые известные книги среди фанатов. После этого стали выходить последующие книги по типу «Файла Фредди», «Журнала безопасности» и «Ужасы Фазбера». Это экранизация франшизы Five Nights at Freddy's. Он создается на киностудии Blumhouse. Жизни должны были использоваться во FNAF 1, во FNAF 2 и во FNAF 3. У них должна была быть механика, позволяющая перезапустить ту ночь, в которой вы находились.
Но когда вы теряете все свои жизни, это бы сбрасывало ваш прогресс до самой первой ночи. Это можно было увидеть в одном из видео Скотта с демонстрацией игрового процесса FNAF 1. Это еще один спор в сообществе, в котором люди спорят о том, как правильно называются персонажи Paper Plates или Paper Pals. Люди в основном называют его Paper Pals, и они также называются во FNAF World, но некоторые до сих пор называют их Paper Plates. Эта теория в сообществе основана на том, что Фокси не пугает вас во FNAF 1. Люди говорят, что он просто проверяет вас, потому что все, что он делает, это выглядывать через дверь. И когда он это делает, охранник умирает от сердечного приступа. Люди, я дошел до этого, а теперь я участвую в коллабах, так что терпите. Ладно, пусть пока все отдохнут, все покушают, все поспят, а я примусь за дело. Это был тизер, на котором показывали сросшихся аниматроников. И при этом модельки пружинного Бонни и Фонтайн Фокси на самом деле были фанатскими. Это вызвало гнев, после чего Скотт извинился перед всеми, и тизер был удален, а персонажа вскоре заменили на других. Showtime первоначально должно было появиться во FNAF Help Wanted, хотя сама кнопка сохранилась, при нажатии ничего не происходит, но первоначально она активировала как раз таки то самое шоу аниматроников с Фредди, Бонни, Чика и Фокси. Они также имели полноценные голоса. Фредди озвучивал Келлен Гофф, Бонни Джо Годет, а Чику Эмберли Коннорс, только Фокси остался без голоса. Они исполняли песенку, после чего шоу завершалось, и также была небольшая рекламка этой самой пиццерии Фредди Фазбера. Скотту не понравились итоговые версии озвучки аниматроников, и он заявил, что шоу либо будет переработано, либо его не будет вообще. Как вы поняли, в итоге появилось именно второе. Хотя само шоу можно активировать при помощи взлома игры, полноценно его так и не добавили. Hello, everybody. You ready to have a good time? I know I am. Cause it's Freddy Fazbear's Pizza. For kids, it's #1. Freddy Fazbear's Pizza. Where fantasy meets fun. Это самая новая серия книг и на данный момент последняя во вселенной Five Nights at Freddy's. Они представляют собой короткие рассказы, которые содержат в себе как новых персонажей, так и старых, и являются аллегориями на игровую вселенную. Джей-Джей — это секретный аниматроник из Five Nights at Freddy's 2. Она появляется под столом, ничего не делает, после чего исчезает. У нее была текстура, которая называлась GG. Многие пытались расшифровать ее как Just Joke, просто шутка или что-нибудь еще. Она, как подтвердила FNAF World, это расшифровывается как JJ, то есть никакого особенного перевода нету. Позже она появилась в Ultimate Custom Night, где изменила свою внешность. И даже были фейки о кошмарной JJ. Эта игра, разработанная Скоттом Колтоном буквально незадолго до Five Nights at Freddy's. Она получила разгромленную критику, в основном из-за того, что персонажи выглядят как какие-то аниматроники-куклы. После этого Скотт ушел в депрессию. Однако прежде чем уйти из игровой индустрии, он решил использовать критику в свою сторону и выпустить Five Nights at Freddy's. Долгое время считалось, что Бонни фиолетового цвета, по крайней мере так казалось из-за расцветки в трейлере. Хотя в этом же трейлере было показано, что Бонни в темноте синий. В самой игре также из-за освещения Бонни кажется фиолетовым, то синим. Со временем это перешло в настоящую шутку, и в результате чего Бонни периодически менял свой цвет, то он синий, то он фиолетовый. Официально признано, что он синий. Хоть персонаж-марионетка раньше вызывал спор именно касательно пола, за рубежом персонаж вызывает споры из-за имени. Многие называют его марионетта или puppet, и непонятно, что именно. Первоначально Скотт использовал именно слово puppet, что переводится как марионетка и как кукла. Однако позже, начиная с FNAF 4, он стал называть персонажа марионетты, хотя тем не менее многие до сих пор называют его puppet. Людям очень не нравится разработчик по имени Физном из-за его токсичности. Обычно его зачастую хейтят в Твиттере. Эту фразу говорят многие люди, которые не являются поклонниками FNAF, хотя редко говорят и поклонники FNAF. Они говорят, что фандом FNAF это проклятие, которое существует черт знает почему, и всякая другая чепуха. В файлах игры Five Nights at Freddy's Star Location была найдена неиспользуемая текстура Baby с красным освещением. Непонятно, для чего она использовалась. Некоторые считают, что это экран проигрыша. Однако большинство считает, что это должно было использовать четвертую ночь, где есть как раз таки красный маячок. Существует множество фан-артов по FNAF. Они сделаны в 2D и в 3D стиле. Однако преимущественно именно 2D.
После выхода данного тизера многие подумали, что FNAF Sister Location отменен из-за утечек, хотя никаких утечек не было. Однако позже, как оказалось, на самом деле говорилось о закрытии заведения из FNAF Sister Location Circus Baby's Pizza World, который был отменен из-за утечек. Позже оказалось, именно эту информацию использовала компания, дабы прикрыть убийство Элизабет. Серьезно? Не-не-не, я это комментировать не собираюсь, давайте дальше. Это были фотошопы, сделанные человеком Fazboogle. Однако при этом многие стали считать их реальными, хотя на самом деле это были всего лишь фанатские наработки. Если перевернуть звук скримера из FNAF 2, можно слушать слово Freedom. Некоторые считают, что это намек на то, что души хотят освободиться. Возможно, а возможно это просто такой эффект. Луис Докинс, известный также как Давко, является одним из самых популярных блогеров по FNAF на зарубежном ютубе. Он занялся FNAF еще со времен третьей части, до этого снимая просто Twitch, после чего полностью погрузился в эту франшизу. Он известен тем, что прошел режим 50/20 вторым, 9 июля 2018 года, после чего взял интервью у Скотта в августе того же года. Он также брал интервью у других разработчиков, а также делал песни по FNAF и анимации. Данный мем заключается в том, что Glamrock Freddy говорит про Among Us. Этот мем получил популярность благодаря тому, что эту фразу озвучил сам Келлен Гофф, известный по озвучке Funtime Freddy, Molten Freddy и как раз таки Glamrock Freddy. Gregory, do you see the small vent on the floor? Have you ever heard of Among Us, Gregory? You need to vent. I know it will be hard for you to be sus, but I know you can do it, Gregory. На второй годовщине FNAF Скотт выпустил небольшие тизеры с разработки, где можно было увидеть Фокси с двумя полноценными ладонями, причем он показывал палец вверх. Этот человек уже стал легендой фэндома зарубежного FNAF. Он делал видео по оригинальным FNAF, а также по фанатским играм. Это было сотрудничество между Markiplier'ом, FNAF и фирмой Cloak. Они разрабатывали различные толстовки, свитера и другие товары. Однако люди не были довольны этим дизайном, так как он выглядел скучным и простым. После того, как вы наберете определенное количество очков в Ultimate Custom Night, вы можете открыть одну из кат-сцен. Первая — это Медведь Отомщения. Она рассказывает про медведя Фредди, который собирается отомстить лису Фокси. Другая — это школьные годы игрушечной Чики, в которых главная героиня, игрушечная Чика, влюбляется в парня, после чего убивает его. Эти кат-сцены являются аллегорией на сюжет оригинальных игр. Эта поездка, начатая с Sally Dark Riders. Она заключалась в том, что вы садились в специальную тележку для гольфа, после чего отправлялись по пиццерии с фонариком. Вас должны были пугать аниматроники. Считается, что она отменена, так как на 2022 год нет никакой информации об этой поездке. Это теория, согласно которой в Баллоре находится душа жены Уильяма Афтона, чье имя остается неизвестно. Это было предположено благодаря файлам Фредди, а также простым аллегориям. Однако позже эта теория была опровергнута шестой частью игры. Тем не менее, некоторые люди считают все-таки, что Баллора была сделана по образу жены Уильяма. То же самое с другими Funtime аниматрониками. Эта художница известна благодаря своим артам к трилогии новелл Five Nights at Freddy's, которые позже становились тизерами, а на сайте Scott Games. Она также делала несколько артов к шестой части Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, а также она делала некоторые другие изображения для других игр. Это теория, согласно которой Золотой Фредди и Фредбер являются одним и тем же аниматроником. Хотя отчасти это верно, на самом деле Золотой Фредди это призрак по образу Фредбера. Они имеют явное отличие, так как Золотой Фредди является слиянием обычного Фредбера и обычного Фредди. До сих пор идут споры касательно Укуса 87 и Укуса 83. Укус 87 был актуален до 4 части игры, после чего Скотт заменил его на Укус 83. Он подтвердил это в своем посте в Reddit. А также до этого на сайте FNAF 4 все цифры 87 были заменены на 83. Это популярная пародия по FNAF, сделанная в 2D рисовке, в отличие от других 3D игр. Она получила широкую популярность, хоть и выглядит комедийно, однако при этом реально страшно, пугает своей атмосферой и звуками. Несмотря на то, что в игре и вправду одна ночь, она гораздо сложнее многих ночей во Five Nights at Freddy's. Скотт запустил Kickstarter еще до выхода FNAF 1. Он собирал деньги для того, чтобы разработать новую игру, и получил ровно $0. Он также пытался найти новых спонсоров, но у него ничего не получилось.
2016 по 2017 год была популярна теория Майк Трап. Это теория, согласно которой в Спрингтрапе находится Майкл Афтон. Противоположной теорией была Уилл Трап, согласно которой в Спрингтрапе находится отец Майкла Уильям Афтон. В итоге вторая теория полностью подтвердилась. Марк Плеер. Марк Эдвард Фишбош, также известный как Марк Плеер, блогер на ютубе и геймер. Он снимает летсплей с 26 мая 2012 года и является одним из избранных пользователей YouTube, получивший алмазную кнопку. Его назвали королем ФНАФа, поскольку он был одним из первых, кто прошел 4 на 20 во FNAF 1. И его первый летсплей — это первое видео, которое появляется при поиске FNAF. Причем видео также является самым просматриваемым летсплеем Марка. Люди думали, что в Super Smash Bros. Ultimate появится много персонажей. Одним из предполагаемых персонажей был Фредди Фазбер. Это может быть подтверждено или не подтверждено, но, как показано в концовках, человек, одетый в костюм Вани, похож на Ванессу. Однако, также может быть, что Ванесса не та, что в костюме Вани. Бёрн Трап — главный антагонист игры Security Breach, финальный босс каноничной концовки и последний остаток физического тела Уильяма Афтона. Кэссиди — это душа, которая, по мнению людей, владеет Золотым Фредди. Хотя люди отказываются в это верить, так как думают, что Золотым Фредди владеет две души — Кэссиди и Жертва Укуса. Это относится к редизайну персонажа для событий Special Delivery. Обычно это качественные детализированные модели с хорошим рендерингом и текстурами. В оригинальном трейлере FNAF 1, когда мы впервые видим выступление группы, можно заметить, как на руке Фредди виднеется эндоскелет. Считайте, что это вторая по популярности фан-игра. Людям нравится делать из этого фан-арты и сочетая его с FNAF. Особенно с дизайном Pop Goys и Фредди. Секретные мини-игры — это пасхалки, которые представляют собой секретные мини-игры для получения информации. Они появляются практически в каждой игре. Они могут появиться, когда вы умрете или сделаете что-то конкретное. Во FNAF 3 мини-игры используются для хорошей концовки. Скотт Коутон. Скотт Брейден Коутон — разработчик игры, создатель серии «5 ночей у Фредди». Он разработал много других инди-игр, хотя большинство из них больше нельзя найти на его веб-сайте scottgames.com. Скотт собирался бросить разработку игр, прежде чем принял критику и сделал «5 ночей у Фредди», которую он в настоящее время возродил в Техасе со своей семьей. Действие FNAF 2 происходит в 1987 году, в то время как FNAF 1 происходит в 1993 году или 2003 годах. Это немного непонятно из-за всяких противоречивых моментов, но тем не менее, FNAF 2 это приквел для FNAF 1. Это можно понять, потому что один Фон Гай жив и здоров во FNAF 2, хотя он умер во FNAF 1. 1987. Это относится к пасхалке в Custom Night во FNAF 1. Если вы поставите персонажей на уровень 1, 9, 8 и 7, то соответственно попытка начать игру с этими настройками перейдет к скримеру от Золотого Фредди. Это было добавлено Скоттом, чтобы закрыть слухи о том, что в игре есть секрет, если вы играете с этими настройками. Поклонники спорят, кто лучше делает игры FNAF, Steelwool или Illumix. Люди больше говорят Steelwool, поскольку они могут сделать VR, мобильную и консольную игру Help Wanted, а Illumix могут сделать игру только для телефонов. Это спор, в котором люди думают, что Funko лучше делает товары FNAF или Sunshine лучше делает товары FNAF. Большинство людей говорят, что Sunshine лучше, потому что их плюшевые игрушки выглядят более точно, чем игровые плюшевые игрушки. А чё все темное? Стопэ, Мерт, я еще не сюда рассказал. Ах, да, точно же. Время для бонуса. Иногда во время благотворительных стримов Скотт отправляет немного денег для пожертвования. Обычно чуть больше $1000. При этом самой большой суммой, которую он пожертвовал, было $50 000. Зачастую он скрывается под анонимным именем. Этот человек написал одни из самых популярных песен по FNAF. Но он не так популярен, как тот же The Living Tombstone. Из-за дизайна Мангл оно выглядит как мальчик, но также и как девочка. Скотт сказал, что все копии оригинального персонажа одного пола.
Но люди думают, что Манго на самом деле девочка из-за ее розово-белой цветовой гаммы. В УКН, когда мистер Гиппо напугал вас, он начинает рассказывать длинные истории о себе и слоне Орвилле. Они продолжаются более 2 минут. Пустить его невозможно, даже закрыв игру и снова открыв ее. Это повторяющаяся шутка из серии FNAF, где если вы коснетесь носа аниматронной игрушки или плаката с ней, они издадут звуковой сигнал. Это можно сделать с Фредди на праздничном плакате во FNAF 1, с той Фредди на праздничном плакате во FNAF 2, с Фредди на мультипликационном плакате во FNAF 3, плюшевым Фредди на плакате во FNAF 4, в главном меню FNAF World, нажать на нос маски Эннарда в Sister Location, нажать на Хелпи симулятора пиццерии Фредди Фазбера, а также в УКН. И Фредди в главном меню Help Wanted. Этот человек помог Скотту сделать книги, такие как оригинальную серию и Fazbear Frights. Ее имя красуется на обложках книг, незаметно для большинства. Это также был один из первых людей, с которыми сотрудничал Скотт. Раньше у многих персонажей не было официального имени за пределами игровых файлов, что заставляло фанатов придумывать свои собственные имена. Некоторые из этих имен стали достаточно популярными, чтобы их можно было использовать официально. В том числе Golden Freddy, Phone Guy, Purple Guy, Wizard аниматроники, Shadow Bonnie, Fredless и Scrap Trap. Эти тизеры используют для демонстрации разработки FNAF World. В первом было большинство персонажей FNAF 1 по FNAF 4. С текстом над ними «Спасибо». Затем, когда Скотт начал делать FNAF World, он начал заменять персонажей и их приключенским... Затем, когда Скотт начал делать FNAF World, он начал заменять персонажей их приключенческим... Это невозможно выговорить, но это меня достало уже, это слово. Ужас! Приключенческий... Это невозможно выговорить. Приключенческим аналогами... Это кошмар. Я это отказываюсь читать. Короче, вы все сами поняли. Итак, вот мы и разобрали всего лишь первый уровень этого огроменного айсберга. Это всего лишь жалкий первый уровень, но видео уже длится полчаса. Это жесть. А что будет на следующих уровнях, где в 3, а то и в 5 раз больше фактов находится? Мы всего лишь сделаем первые шаги к погружению тайны и мраку, что в себе стоит данный айсберг. Попрошу вас написать обязательно комментарий по поводу данного видео, сколько фактов вы знали, а чего вы могли не знать. На данные видео тратится кучу сил и времени, поэтому не поленитесь и поддержите контент лайком, а также поделитесь со своим другом Ньюфагом этим видео. Давайте попытаемся развирусить данное видео как айсберг по FNAF 1 и FNAF 2, чтобы у меня было больше мотивации заниматься разбором этого айсберга и не бросить на полпути, так и не узнав всю тайну айсберга. Хочу сказать также отдельное спасибо такому человеку, как RQX75, за то, что он поучаствовал в данном видео и помогал дополнять информацию. Отблагодарите его вашей подпиской и зацените его не менее интересные видео. Ну что ж, а с вами был я, Ломерт. Всем удачи и помните, я с вами ни за что не прощаюсь. Еще услышимся. Ну что ж, всем привет. Сегодня я хочу разобрать айсберг по FNAF 3. Что же он в себе содержит и таит? I always come back.